Лепреконы, Святой Патрик, виски и изменчивая погода. С вами Руслан Усачев. И Миша Кшиштовский. И это «Пора валить в Дублин», Ирландия. И все. Больше я вообще ничего из начала выпуска не помню. Мы точно в Дублине были? Слушай, у меня до сегодняшнего утра вообще воспоминаний о прошедшем нет никаких. Давай ты в истории поиска просто посмотришь. Если мы брали билеты, то наверняка на aviasales.ru, лучшем поисковике дешевых авиабилетов. Давай. Ну, кстати, да, я перешел по нашей ссылке в описании, и действительно, мы, видимо, нажрались в Дублине. Ну хорошо, нажрались в Дублине. Что у нас, значит, там дальше тогда было? Какая была достопримечательность? Что-то мне подсказывает, что прилагательное «ирландский» вы чаще всего слышите в связке со словом «паб». И достаточно выйти на улицы Дублина, чтобы понять, в чем дело. Это не Даблин, это какой-то паблин. Ярче всего Дублин переливается пивными и вискарными красками вечером в легендарном районе Темпл Бар. И догадайтесь, про что будет следующий сюжет. Происхождение названия не такое очевидное. Здесь нет бара в виде храма. Есть бар в виде церкви, но он как бы там, он не тут. Бар по-местному — это крутой берег реки. А темплом звали господина, который этой землей владел. Но если не вникать в этимологию, получается лучшее в мире название для барной улицы. Прикольно, да? К сожалению, я сейчас на антибиотиках, поэтому вся алкогольная информация в этом выпуске будет вам рассказана моим талантливым соведущим. Михаил, вам слово. А что здесь рассказывать? Заходи да пей. Ирландские пабы — это давно уже не что-то незнакомое и неизведанное. Просто их здесь много, и они все аутентичные. А виски и пиво здесь свежие, потому что варятся на заводе за углом. Узнаваемый стиль ирландских пабов копируют по всему миру. Даже существует такая практика, когда закрывшееся заведение в Дублине продают по частям, а потом из этих частей собирают новое питейное заведение где-нибудь в Петровско-Разумовской. Показать паб — это полдела. Мы в «Пора валить» идем дальше и рассказываем о национальных бух-традициях. Например, вы знаете, как тут называют ситуацию, когда обе твои руки заняты стаканами с алкоголем? Ирландские наручники. Я вот в наручниках, а еще никогда не чувствовал себя таким свободным. Кстати, мы узнали еще несколько традиций. Аквамен. Незаметно обоссаться так, чтобы трусы промокли, но не штаны. Эффект лепрекона. Пытаться наехать на мужика, который явно сильнее и трезвее тебя. Доктор Стрэндж. Посмотреть 14 миллионов вариантов вечера и найти один, где ты не блюешь. Ошибиться с вариантом и сблевать. 3 звездочки. Сбежать от ментов, будучи в хлам. Дублинская дилемма. Дождаться официанта и спросить, где туалет, или рискнуть и пойти плутать самому. Финал. Тони Старк умрет. Сложно рекомендовать какие-то конкретные места, их слишком много. От локальных пабов с фиш-н-чипс до секретных баров и изобретательных местечек, где ирландцы прячутся от непогоды. Мы совершили гик-трип в бар с игровыми автоматами Токен, причастились олдфэшеном в баре церкви Чорч и отвязно погудели в Медной Голове, самом старом пабе Ирландии. Как понимаете, мы теперь сильно отстаем в графике съемок «Пора валить», но если вы будете в одном из этих баров, обязательно отмечайте «Пора валить» в Инстаграме. А если вам не понравится, то не отмечайте, мы не терпим критики. Хейтеры. Не подумайте, что комфортная городская среда в Дублине состоит только из пабов. Ожидаемая от Европы готическая красота здесь тоже присутствует. Вот сейчас мы в самом центре города, но подозрительным образом вокруг ни одного рыгающего подростка, что странно, ведь мы в универе.
Тринити колледж. Красивый, огромный, самый престижный университет Ирландии открыт для туристов, и мы крайне рекомендуем сюда заглянуть за яркими эмоциями. Вы только посмотрите, как нашего Мишаню развезло. Да, смотришь на эти шикарные европейские корпуса, на открытые пространства со снующими ботанами, зеленые спортплощадки, и рефлексируешь о своей прошедшей учебе. Здорово, Бэйба. Слушай, я чё-то заболел, меня не будет сегодня на парах. Отметь меня там, ладно? Развлечение номер раз – это библиотека при колледже. Огромный двухэтажный сборник самой разной литературы, от древней до современной. Это дом 800-летней кельтской книги, арф из герба Ирландии и произведений всех современных авторов страны. Да, по закону каждый ирландский автор должен на безвозмездной основе поделиться копией своего труда с библиотекой. И поскольку мы пишем сценарий «Пора валить здесь, на месте», мы тоже обязаны это сделать. Именно библиотекой колледжа вдохновлена библиотека Хогвартса из Гарри Поттера. Слушай, я нашел книгу зельеварения, и кажется, она за авторством «Принца полукровки». Рональд Уизли. Old Fashioned Bitter нужно брызгать 2 раза. 2. Я понял. Из бесплатных развлечений небольшая научная галерея, в которой уже более 10 лет проходят разные лекции на технологические темы, мастер-классы и выставлена коллекция уникальных экспонатов, которые должны пробуждать в людях интерес к науке. Вот здесь что происходит? Я не знаю. А здесь что за штука? Черт ее разберет. А это тут для чего? Непонятно. Но я бы точно разбирался, будь у меня шанс учиться в этом универе. Г'дай, бэйбэ. Я заболел, меня не будет на парах. Отметь меня там, ладно? Занимательный факт. В Ирландии практически нет многоэтажек, огромных торговых центров и многополосных автомагистралей, потому что некому ими пользоваться. В середине 19 века в стране жило 6,5 миллионов людей, но из-за плохих условий, голода, нищеты, болезней, поборов в Великобритании, песен группы Cranberries, к середине 20 века оно уменьшилось вдвое и стало меньше 3 миллионов людей. Страна опустела и начался экономический подъем. С конца 90-х безумное развитие экономики, рост населения и его благосостояния. Либо сработали вступление в ЕС, огромные иностранные инвестиции и преференции высокотехнологичным областям, либо Танос был прав. Если вас смущает обилие пабов в этом выпуске или на улицах Дублина, то хватит. Успокойтесь, полегче. Поймите, как в Шотландии или Германии, культура Ирландии очень крепко связана с культурой производства и употребления алкоголя. Крепко. Я хотел сказать, что на Боул-стрит стоит старый завод самого популярного бренда ирландского виски Джеймсон. И угадайте, кто купил билет себе на экскурсию? Здесь не только покажут архивные фотографии Джона Джеймсона и сына Джона Джеймсона, объяснят процесс дистилляции, но главное – дадут попробовать. Сейчас мы пробуем чистый виски, но это универсальный напиток, его можно пить со льдом, водой или в коктейлях. Не существует правильного или неправильного способа пить Джеймсон. То есть можно с колой мешать все-таки? За этим стеклом находится самое интересное. Там выдерживается 18-летний виски. Доступ туда ограничен из-за опасного содержания паров алкоголя в воздухе. Все мы понимаем, что это значит. Чтобы попасть внутрь, мне нужно уравнять содержание алкоголя в воздухе и внутри себя. Сейчас произойдет то, ради чего я приехал сюда. Меня научат готовить настоящий, аутентичный Old Fashion. Коктейль, который я боготворю.
Виски, сахарный сироп, хлобы. Раз, два. Попробуем, не слишком ли крепкий? Это как... идеально. Теперь и вы знаете, как готовить напиток богов. Old Fashion готов. Could you taste it, master? No problem. Вот, Old Fashion готов. Очень вкусно. Вау. Наконец-то я тут, в этом небольшом складе, где выдерживается 18-летний виски. А запах-то тут какой приятный. Лиска? А ты что тут делаешь? Так вам же невысокий кто-то для пародии нужен был. А ты что, вискарным духом надышался? Да. Какой ценой? Бесплатно. Ништяк. Ништяк. Интересный факт. За все те годы, что виски находится в этих бочках, он испаряется на 1/3. Это называют долей ангела. Вот, мистер ангел-хранитель. Ваша доля. О! Нормас! Так можете теперь немного удачи даровать, а то налоговые... Ты это, в следующий раз без задержек, хорошо? А то у Святого Патрика трубы горят. Да, а удачи-то? Да, ща. Ты это, не хворай, да? В следующий раз без задержек. Что ж, сейчас я заполняю архивную бумажку, которая пойдет в закрепе к бочке, из которой наливают виски в эти именные бутылки. Я Кшиштос. Вот, поэтому Кшиштос. Какая бутылка без этикетки, как будто бы новый телефон. Отклеиваю экранчик. This one, yeah? Okay. And kinda like that. Here you go. Именная бутылка — это, конечно же, хорошо, но это все туристическое баловство. Покажите мне настоящее производство. Мы отправляемся на юг Ирландии. Зеленые луга, коровы и овечки проносятся мимо, пока мы добираемся до второго по величине города Ирландии – прибрежного Корка. И уже в его пригороде, Миддлтоне, исторические корпуса вискокурни соседствуют с действующим современным производством. А сейчас я нахожусь в помещении, в котором и производятся те самые бочки, в которых затем выдерживается виски. Ну, технология простая. Берешь концентрированную бочку, кидаешь в воду и ждешь, пока набухнет нормальная бочка. Старые бочки и каменные здания — это, конечно же, хорошо, но я хочу видеть настоящее производство. Идеально! Если в городе есть архитектурная доминанта, то это огромная 120-метровая дублинская игла на центральной улице. Да! Это так! Все? Все, что мы смогли выдавить про шпиль? Зачем мы вообще туда пришли? Есть один вариант. Aviasales.ru. Хотите любоваться этим шпилем вживую или любым другим шпилем в мире? А кто не любит шпили? Ищите самые дешевые и удобные авиабилеты с помощью лучшего поисковика Aviasales. Что? Шпили есть не только в Дублине? В описании под видео вы найдете уникальную спонсорскую ссылку «Пора валить». Используйте именно ее, иначе наше шоу закроется, а мы будем грустные. А пора валить, даже сниматься вечно, я еще не все шпили видел.
Вот этот видел. В Эстонии видел. А остальные как же? Очередной фактик об Ирландии. Вот проснулись вы в отеле, потупили в телефоне, позавтракали, узнали, что в России опять что-то запрещают, решили не расстраиваться и пойти в ближайший магазин пошопиться. Ой, поздно! Все закрыто. Этой Европы и по российским меркам здесь все очень рано закрывается. Кроме баров. Они аж до часу ночи могут дотянуть. Из-за того, что все рано закрывается, люди вынуждены идти бухать. И никто не работает вечером, потому что все привыкли вечером бухать. Мы называем это ирландская экономическая петля. Ладно, пойду на последний ночной сеанс в кино. 8:30. Миш, плохие новости. Мы были в зоопарке. А значит, мы были в отчаянии. Удивительный факт. Чуть ли не самая популярная достопримечательность Дублина абсолютно никак не связана с алкоголем. Дублинский зоопарк. 28 гектаров прогрессивной животной тюрячки. Минимум клеток, максимум открытого пространства. Программа по поддержке разведения вымирающих видов животных. Короче, двух обезьян берут, такие хоп. И шпугиди-бугиди у них, да? Все это Дублинский зоопарк. Работает с 10 мая 1830 года до 6 вечера. Welcome to the jungle. We've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your... Не, ну вроде сносно начали. Скорее всего, там добавили в сюжет разных умных познавательных фактов, как умеем. Блин, вот это им повезло. Нашли скелет настоящего динозавра прямо в палеонтологическом павильоне. Где бы я еще узнал, что древние рептилии были в форме скамеек? Так звучит сердце слона. А так звучит сердце мышки. А так звучит сердце моей бывшей. Да, ну хоть тупорогих шуток не было. В Дублинском зоопарке представлена уникальная экспозиция «Стена зоологических мемов». Когда пытаешься выбрать квартиру, которую можешь позволить себе снять. Когда батя слушает о твоих планах на будущее. Когда вкусно пернул. Когда претендуешь на остатки оливье. Твое лицо, когда задали много домашки. Когда накурено и сваливаешь от мента. Стыд какой. Хуже только озвучка животных. А с этим что не так? Но что-то мне подсказывает, что особый интерес у вас вызовет следующий постоялец зоопарка. Амурский тигр в Ирландии. Далеко парня занесло. Мне кажется, о его судьбе можно сериал снимать. В этой серии романтической драмы «Шкурный интерес». Виталий никак не может добиться расположения Марины. «Марина, вернись ко мне!» У Марины насчет сложившейся ситуации свои мысли. Мяу. У Виталия появляется молодой конкурент – Вадик. Мариночка должна быть моя, и этот приз в 100 килограмм крольчатины. Все это прямо сейчас, в новой серии «Шкурного интереса». Это что, получается, мы в зоопарке напились? Да нет, ты же видишь, тут на карте нет бара нигде. Тебе я наблевал бы на оленя. Ненавижу оленей. Знаете, Ирландия славится не только бойцами ММА. Здесь родился Джеймс Джойс, писатель, автор знаменитого романа «Улисс» с детальным описанием одного дня главного героя, который признается вершиной постмодернистской литературы. Поэтому совершенно неудивительно, что ирландцы украсили свой город мостом Джеймса Джойса. Изящные, минималистичные современные черты моста контрастируют с пейзажем города, состоящим сплошь из старых кирпичных домиков. Стеклянные бортики отражают воду и играющее в ее рябе солнце. Две белых дуги на спине моста словно небольшие крылышки. Кажется, что мост такой легкий, что вот-вот взлетит. Но нет. Проходящие по нему люди, вечно куда-то спешащие, останавливаются краем глаза, заметив потрясающий вид, открывающийся на реку и малоэтажный уютный городок. А тут как раз, кстати, лавочка. А чего бы не присесть, не перевести дух, не посмотреть на проплывающих под аркой моста лебедей. Ветер, только-только побывавший среди морских пустынь, приносит с собой манящий запах, напоминающий об ушедших летних деньках, проведенных у бескрайней водной глади, и шепчет на ухо: «Брось все заботы и бегом отдыхать!» Но на отдых нет времени. Пора бежать по делам.
Но вы поняли? Он день долго описывал, а мы долго описывали мост. Посмотрите на это довольное лицо. Думает, придумал смешную шутку, а на самом деле просто потратил время. Он и Джойса-то не читал. Просто мельком увидел его фамилию в Википедии, вычитал предложение, стиле его трудов и решил: изображу-ка начитанного. Посмешище. Если вас тянет на природу, то есть небольшая проблемка, потому что путеводители в основном будут рекомендовать западное побережье Ирландии, а Дублин на восточном. Но не переживайте, я вижу, вы переживаете, не надо, мы все продумали. Всего в 30 минутах езды от столицы находится уютный полуостров Хоут, где рыбацкие деревеньки соседствуют с элитными коттеджными поселками. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Что интересного здесь можно найти? Точно не парковочное место. Но если вам не интересно наблюдать за одиноким одноглазым тюленем, который купается в нефтепродуктах, то можно попробовать морепродуктов. Все же отлично складывается. Ирландия — островная страна, а рыбка отлично подходит под пивко. Именно здесь наш эксперт попробует классическое пабное блюдо – fish and chips. Или по-простому – рыбка в кляре с картохой. Дрись-гурма, Ирландия, fish and chips. Поехали! Рыба свежая, как предписание судебных приставов выплатить моей бывшей жене половину денег. Картошка румяная, как щеки моей дочери, когда мне дают с ней встретиться. А нотки бальзамического уксуса делают вкус блюда неожиданным. Неожиданным, как новые доказательства измены моей жены, которые я предоставлю в апелляционном суде. Я уничтожу тебя, Марина. Я разорю всю твою семью. Я сотру тебя из памяти нашей дочери. Дрищ-гурман едет головой, грусть, тоску он заест едой. Что ж, тема, которую мы старательно избегали весь выпуск, но никуда от нее не деться. Борьба Ирландии за независимость от Великобритании. Важнейший этап в развитии страны и в культурной самоидентификации ирландцев. Почему мы ее избегали? Потому что сложненько. Но если затрагивать тему, то хотя бы показательно. А что может быть более показательно, чем старая, огромная, внушительная, каменная, пугающая тюряга? Плюс в Сан-Франциско мы задолжали вам Алькатрас. Примите в качестве извинений хотя бы Килманхэм. Тюрьму 18 века постройки давно превратили в жутковатый музей. Показывают тесные темные камеры, в которых бросали даже детей за мелкое воровство, холодные обшарпанные коридоры, комнату для казней, огромную зэковую многоэтажку и двор, где скрытно от глаз граждан расстреливали участников повстанческих движений. Эти расстрелы стали последней каплей для местных жителей, и когда борьба за независимость начала подходить к концу, тюрьму закрыли и даже не сделали из нее гастромаркет. Мало того, некоторых преступников вешали прямо на том балконе на глазах у людей. А поскольку Фортнайта и фильма «Собибор» тогда еще не существовало, для людей это было отличное развлечение. Прошу прощения, а кого расстреливают? Да вот миллиардер сам у себя миллиард украл. Блин, сегодня же должны были расстреливать американских ряженых. Я 11 лет ждал. Перенесли на неделю. Теперь вот отечественный банкир. Если я не хочу это смотреть. А если ты не хочешь на это смотреть, почему я должен на это смотреть? Ты что, и все? Ну, блин, большое спасибо Министерству расстрелов и казней. Да уж, мрачное местечко. Прям настроение резко портится от всех этих рассказов о казнях, расстрелах, репрессиях, издевательствах. О, пап! Я больше ничего не помню, вообще ничего. Я тоже пуст. Не помню, где мы нажрались. Я побою пойду. О, привет, а ты здесь что делаешь?
В смысле? В своей квартире, в которой я разрешил тебе переночевать после нашей попойки, живу. Попойки в Дублине. Какой Дублин? Мы после твоего прилета всю ночь на Думской бухали. Точно, вспомнил. Мишу жалко, конечно, пьет, что попало. Да уж. Получается, ваши друзья тогда не понимали, в каком состоянии вы находились, а вы просто заливали все алкоголем. Тяжелый у вас случай.